Священник, отец Роберт, жил с чувством вины за допущенную им ошибку. Все считали его счастливым, но по ночам он плакал. А однажды на похороны привезли молодую женщину. За несколько минут до окончания похоронных обрядов Роберт обратил внимание на одну деталь ее тела, и то, что произошло дальше, навсегда изменило его жизнь. Отец Роберт был набожным священником, который любил то, что делал. Прихожане любили его за доброту, смирение и щедрость. Они думали, что Роберт ведет полноценную жизнь, но это было далеко от реальности. Хотя священнику нравилась его работа, он не чувствовал, что это его призвание. Он чувствовал себя заключенным. Никто из прихожан не знал, что Роберт чувствовал себя одиноким и что он хранил секрет. Все это произошло из-за ошибки, которую Роберт совершил в своем прошлом. 2 десятилетиями ранее он был атеистом по имени Чарли. Он был очень уважаемым хирургом. Он провел большое количество операций и спас многих людей. Кроме того, многие женщины встречались с ним из-за его привлекательной внешности. Чарли продолжал бы жить своей жизнью, но однажды все изменилось после трагического инцидента. В тот день Чарли был на работе, когда внезапно его вызвали в операционную. Прибыв туда, он увидел своего друга Альберта, несущего умирающего сына. Ребенок был сбит неосторожным водителем, и мальчика необходимо было немедленно прооперировать. Альберт попросил Чарли прооперировать сына, но Чарли сказал ему, что он не в состоянии провести операцию. «Я не могу этого сделать. Я никогда не оперировал детей», — сказал он. В этот момент Альберт упал на колени. «Мы дружим уже несколько десятилетий, и это единственный раз, когда я прошу тебя о помощи. Как ты можешь мне отказать? Ты единственный, кому я могу доверить жизнь моего сына. Пожалуйста, спаси его. Я доверяю тебе», — сказала Альберт сквозь слезы. Его слова тронули сердце Чарли, и он согласился сделать операцию. К сожалению, все пошло не так, и Питер умер. Прямо там, в операционной, Чарли плакал как ребенок. Это был первый случай, когда он потерял пациента. В ту ночь он едва смог уснуть. Когда ему удалось заснуть, ему приснилось, что мальчик держит в руках открытку со словами «Пожалуйста, спаси меня». Чарли был одержим и даже не осмелился присутствовать на похоронах мальчика. Через 3 дня после похорон Чарли услышал, как в дверь постучали. Едва он открыл дверь, как в дом ворвался Альберт. «Извини, я сделал все возможное», — заплакал Чарли, но Альберт крикнул ему, чтобы он заткнулся. «Ты лишил меня единственной радости. Я доверял тебе, но ты не смог спасти моего сына. Его кровь на твоих руках. Ты не сделал все, что мог», — сказал Альберт, и в этот момент он направил курок к своей голове и покончил с собой. Чарли не мог сдержать слез. Он знал, что не может больше жить в этом доме. Он отправился в монастырь, и священники приняли его. Чарли думал, что служение Господу поможет ему искупить свои грехи. «Я здесь, чтобы исполнять его волю. Пожалуйста, прими меня», — сказал Чарли священнику. Прослужив в течение многих лет в церкви, Чарли был переведен в священники и направлен в сельскую общину. С этого момента он жил под именем «Отец Роберт». Хороший характер Роберта принес ему много финансовых выгод, но он никогда не использовал их для себя. Вместо этого он раздавал деньги бедным, спонсировал посещение школ многим детям и оплачивал счета больниц для беременных и больных женщин. Но в глубине души он чувствовал себя одиноким и несчастным. Однажды одна семья привезла молодую женщину в свою церковь, чтобы ее похоронили. Во время похоронной мессы, когда гроб был открыт, чтобы семья могла увидеть тело, Роберт увидел что-то, что заставило его застыть на месте. Он заметил, что тело девушки выглядело здоровым и не соответствовало информации, указанной в ее свидетельстве о смерти. Семья также написала, что было произведено вскрытие, но священник не увидел никаких признаков этого. В этот момент Роберт посмотрел в толпу и увидел знакомое лицо. Тот человек был тестем мертвой девушки. Этот человек был патологоанатомом, и много лет назад они с Робертом работали в одной больнице. Как только священник посмотрел в его сторону, мужчина отвел взгляд. Его реакция была подозрительной. Почему он старался, чтобы его не видели? В этот момент у Роберта появилась уверенность в том, что что-то не так.
Он опустил руку в гроб, взял руку девушки и попытался нащупать ее пульс. «Она жива!» — закричал Роберт. В этот момент муж и тесть молодой женщины сбежали. Роберт вызвал скорую помощь, и молодая женщина была доставлена в больницу. Он также вызвал полицию, которая задержала мужчин. Выяснилось, что муж женщины инсценировал ее смерть, а тесть сфабриковал свидетельство о смерти. В те же выходные отец Роберт навестил женщину в больнице. Как только она увидела его, она села на кровать и поблагодарила его за то, что он спас ей жизнь. «Как тебя зовут?» — спросил Роберт. «Сара», — ответила она с улыбкой. Они разговаривали часами, и во время разговора Сара смотрела на Роберта влюбленными глазами. Каждый раз, когда Роберт приходил в больницу, сердце Сары учащенно билось. Глаза женщины выражали не только признательность, но и желание и любовь. Роберта тоже тянуло к ней. Он почувствовал сильное желание провести с ней остаток своей жизни. Когда Роберт встал, Сара схватила его за руку и поцеловала его. Она как будто знала, что ее чувства взаимны. В ту ночь Роберт спал спокойно. Спасение Сары заставило его почувствовать, что он искупил свои грехи. Наконец-то он почувствовал себя свободным и удовлетворенным. В тот день, когда Сару выписали, Роберт отправился в больницу. Он больше не носил своей рясы. Вместо этого он был одет в рубашку и джинсы. «Отец Роберт!» — воскликнула прекрасная женщина и обняла его. А Роберт рассмеялся. «Теперь я снова Чарли», — сказал мужчина. 6 месяцев спустя они поженились, и у них родился сын. Чарли назвал мальчика Питером в честь мертвого сына своего друга. Их семья жила долго и счастливо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.